Невероятно опасные паразиты. Паразиты очень хитры, они используют много уловок для того, чтобы остаться в живых, уничтожая все на своем пути. Им не свойственно милосердие. Вот некоторые из них. Неглерия фаулера. Амебы обитают в пресной воде. Она поражает нервную систему человека. Ранние симптомы инфекции включают лихорадку, головную боль и рвоту. Если ничего не предпринять, то смерть наступит в течение недели. Лейкохлоридия парадоксальная. Паразиты поедают улиток. Они крепко крепятся к их стенкам своими ротовыми и брюшными присосками. Когда червь откладывает яйца, то они вместе с птичьим пометом попадают на траву, где их ожидает промежуточный хозяин. Места обитания этого паразита можно описать следующей цепочкой. Птица – первоначальный хозяин, улитка – промежуточный хозяин и опять птица, и так по кругу. Изумрудная тараканья оса. Они нападают на тараканов, парализуют их, впрыскивают им яд, который блокирует способность к передвижению. Оса откладывает яйца на его брюшке. Появившиеся личинки используют таракана в качестве пищи, а затем окукливается и появляется новое поколение ос. Лимфатический филариатоз. Тропическое заболевание. Причиной является паразитические черви, передающиеся насекомыми, питающимися кровью. Поражают глаза, подкожную сетчатку, лимфатическую систему. Может привести к слоновости. Кордицепс грибы. Род спорыньевых грибов, паразитирующийся на определенных видах насекомых. В основном заражают муравьев, мух и гусениц. Споры попадают на волосистую поверхность насекомого, прорастают и внедряются в тело. Насекомое гибнет, и в теле развиваются полноценные гифы мицелия кордицепса. Гвинейский или медицинский червь. Передается через питьевую воду. Этот червь может вырасти до метра длиной. Первые симптомы заболевания проявляются через год, на последней стадии. После заражения возникает тошнота, рвота, поносы и обморок. Токсоплазма. Переносчиками заболевания являются кошки. Также можно заразиться, если употреблять мясо животных в сыром виде, которые были заражены этой болезнью. Симптомы у человека проявляются очень редко. В основном у тех людей, чей организм ослаблен. Одной из основных мер предосторожности является ограничение контакта с дикими животными, особенно птицами и грызунами. Не пробуйте сырое мясо и фарш. Обязательно мойте фрукты, овощи, зелень перед едой. Обычная ванделия. Ее называют рыба-вампир. Вид пресноводного сома-паразита. Обитает в бассейне реки Амазонка. Ванделию привлекает запах мочи, и они проникают через половые органы и пьют кровь. У паразита нет специальных механизмов всасывания, однако он эффективно использует иглоподобные зубы для прокусывания артерий. Кохлеомиаз. Возбудитель мясная муха, облигатный паразит, обитает в Америке. Самки откладывают от 250 до 500 яиц на тело теплокровных животных. Может попасть в организм человека. Первый смертельный случай описан в 1883 году при паразитировании личинок кохлеомиаза в носу. Личинки буквально едят свою жертву. Лечение заключается в удалении паразита. Мальбахия. Это бактерия-паразит, которая убивает самцов насекомых или вынуждает их изменить пол. Механизм убийства мужских зародышей и то, как бактерии различают самцов и самок, до сих пор не установлены. Удивительный факт в данном случае – наличие у самки мужского комплекта хромосом. Размножение ложных самок дает такое же ложное потомство. Если ложной самке дать тетрациклин, она станет интерсексом – организмом с комбинированными свойствами, мужскими и женскими. Заходите в мою группу на Фейсбуке, подписывайтесь в Инстаграм и на мой канал. Новые видео выходят каждый вторник и субботу. До новых встреч!